Он пришел, как гнев небес, Аттила, вождь гуннов, бич божий, гроза империи. Его конница вихрь, что пожирал города, его лук кара, что не знала пощады. Восточный Рим дрожал, западный платил дань, и даже вечный Рим волнился перед взглядом степного владыки. Он не знал дворцов, но повелевал царями. Его слово весило больше золота, а именно сила, ужас от Дуная до Атлантики. В каждом сердце Европы жил страх перед этим человеком, не варваром, а гением разрушения. И когда он умер, земля не поверила. Река Тиса, в чьих глубинах покоится его гроб, до сих пор хранит тишину, ведь такие, как Аттила, не исчезают. Они становятся вечной тенью в памяти народов. Вот такой пафосный текст был найден в древних свитках. Я не удивлюсь, если написали их сами гунны. Но кто такой Аттила, вождь гуннов? И кто такие гунны, хунны, унны и другие названия этих народов? Да хунны их знает. Да и место рождения Аттилы осталось неизвестно. Очень приблизительно его возраст можно определить на основании свидетельств очевидца Приска Панийского, который в 448 году дал описание Аттилы как человека с бородой, только тронутой сединой. Все это позволяет предположить рождение Аттилы в первом десятилетии V века. По одной из версий, имя Аттила восходит к тюркскому Итиль, Атиль, Волга, и означает волжанин, человек с Волги. По другой версии, имя происходит от тюркского слова атлы, атли, что означает именитый, прославленный. Второе же значение данного слова – всадник, конник. По третьей версии, имя восходит к слову ата, атта, что с тюркских языков переводится как «отец главный». В общем, не какой-то хун с горы. После гибели своего дяди Рува Аттила стал вождем вместе со своим старшим братом Бледой. Кстати, по преданиям, этот Бледа тот еще был перец, да и имя у него подозрительное. Не то что у нашего Аттилы, звучит же. Но вскоре, убив Бледу, то ли в поединке, то ли коварно, Аттила стал единовластным предводителем гуннов. Завоевательными набегами Аттила расширил свою империю гуннов до огромных размеров. Аттила за 20 лет своего правления сумел объединить около 50 различных тюркских, германских и других племен. Его держава простиралась от Рейна до Волги. В общем, еще тот собиратель земель гунских. Но давайте разберемся, кто такие гунны. Гунны – кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах из Азии в Восточную Европу. Ученые Бейли и Синар утверждали, что имя гун могло быть общим названием степных кочевников, происходящих от иранского слова «пуон», означающее врагов. Первым о гуннах упоминает еще греческий поэт Дионисий Периегет, современник римского императора Адриана, 117-138 года. В его стихотворном землеописании сообщалось о неких уннах, обитавших где-то там, к западу от Каспийского моря. Но через 250 лет эти смутные представления сменились жестокой реальностью. Буквально сокрушая все на своем пути, полчища гуннов прошли все северное Причерноморье, оказались на Балканах, в Галлии и едва не уничтожили саму Римскую империю. Видавшие виды римляне были так потрясены их напором и мощью, что еще долго из поколения в поколение из уст в уста передавали тот ужас, который внушили им гунны, самые страшные из всех своей дикостью. Люди верили в то, что они являлись детьми ведьм, когда-то изгнанных из племени готов. Та же легенда гласит, что отцами гуннов были болотные духи. Подобные слухи, вероятно, связаны с азиатской наружностью кочевников. Как обычно, если не понимаешь явления, то демонизируй. Римский историк Амиан Марцелин, открывший для ромеев ужасный облик кочевников гуннов, так описывает этот народ. Отличительной чертой являются плотные и крепкие руки и ноги,
толстые затылки и отличаются столь чудовищным видом, что они подобны двуногим зверям или уподобить сваям, грубо вытесанным при постройке моста. Они с колыбели приучаются переносить жажду, голод и холод, кочуя по горам и лесам. Приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошадям, и иногда сидя на них по-женски, они исполняют свои обычные дела, ночуют и днюют на лошадях, а также едят и пьют, и, пригнувшись к узкой шее своей скотины, погружаются в глубокий и чуткий сон. Их образ пугает своей чернотой, походя они на лицо, а если можно так сказать, на безобразный комок с дырами вместо глаз. Их свирепая наружность выдает жестокость их духа. Ростом они невелики, но быстры, широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда горделиво выпрямлены, благодаря крепости шеи. При человеческом обличии живут они в звериной дикости. Очень знакомые слова. Также потом описывали воинов Чингисхана. Ну да ладно, идем дальше. Военные успехи гуннов отчасти объясняются их более прогрессивным снаряжением. Они были еще те изобретатели. И именно гунны принесли в Европу новые типы луков и седел. Отличительной особенностью гунского лука были его большие размеры и асимметричная форма. Стрелы, пущенные из луков новой конструкции, летели быстрее и дальше, чем стрелы, выпущенные из луков старых типов. Благодаря новому луку гунны получили возможность использовать более крупные наконечники стрел, способные пробивать даже самые прочные доспехи. Еще одним изобретением гуннов была новая конструкция седла. В ту эпоху стремян еще не знали, и поэтому именно от седла зависело, сможет ли всадник удержаться на лошади в полусражении. Сарматы использовали мягкое кожаное седло, напоминающее подушку. Жесткое гунское седло имело деревянную основу, обтянутую кожей и скрепленную металлическими пластинами. Луки гунских седел были высоко подняты. В таком седле всаднику сражаться было легче, чем в плоском кожаном седле сарматского типа. При Аттиле, резиденция которого находилась на территории нынешней Венгрии, гунский союз племен распространил свою власть. На востоке до Кавказа, на западе до Рейна, на севере до Датских островов, на юге до правого берега Дуная. Аттила смог принудить императора Феодосия I платить ему большую подать и подчинил своей власти все правое побережье Нижнего Дуная. Опустошив Мидию, Фракию, Иллирию, он простер свои набеги до самой окрестности Константинополя и в 447 году принудил императора откупиться от него огромными суммами и предоставить гуннам всю страну на юг от Дуная. Предавая все огню и мечу, Аттила прошел Германию до Рейна и, переправившись через эту реку около устья Неокара, уничтожил множество городов – Трир, Мец, Аррас. Подобная участь угрожала и Орлеану, но в это время на выручку осажденному городу прибыл полководец Валентиниана Аэций и визготский царь Теодорих. Кстати, по преданиям, этот Аэций увел жену у царя Теодориха. Тогда Аттила снял осаду и расположился на Каталуанской равнине, около города Труа. Здесь осенью 451 года разразилась грандиозная битва народов. Аттила отступил в свой укрепленный лагерь, где Аэций уже не атаковал его. На поле сражения осталось около 200 тысяч погибших. По меркам средневековья огромная цифра. Силы Аттилы были ослаблены этой битвой, и он не пошел дальше, а возвратился за Рейн, в Германию. В 452 году новая кампания называлась «Рим за 3 дня». Аттила предпринял набег и через Восточные Альпы проник в Италию, где разграбил Аквинию, взял Альтинум, Падую, Милан и многие другие города. Но Рим так и не смог взять. Однако он непредвиденно остановил свое победное шествие и изъявил желание вступить в переговоры. Переговоры! Дьявол, забери тех, кто выдумал переговоры! Возможно, просто понес большие потери и разумно решил сесть за стол переговоров.
как сейчас говорят, выразил жест доброй воли. Отец Лев I, Папа Римский, от имени императора за крупную сумму денег приобрел у Аттилы мир, тот, что тому был нужен из-за эпидемии, неистовавшей в его войске. Вернувшись в Паннонию, в 453 году Аттила умер в ночь после брака, заключенного им с бургундской уроженкой Ильдика. Неведомо, что явилось достоверным поводом гибели Аттилы: апоплексический удар, либо удар, полученный от руки новобрачной, которая таким образом могла отомстить Аттиле за истребление своего народа. С гибелью Аттилы угасла сила мирового господства гуннов. Империя, основанная им, распалась так же стремительно, как и была создана. Так закончилась история великого Аттилы, прозванного современником Бичом Божьим.